Современный футбол давно превратился в огромную медийную индустрию. Каждый день мы видим очередную победу Гранда из топ-5 лиг, миллиардные сделки саудовских владельцев и громкие баталии в Лиге чемпионов. Все это создает иллюзию, будто настоящий футбол существует только внутри этого элитного круга, будто судьба трофеев решается исключительно в банковских офисах Лондона, Парижа или Мадрида. Но в этом сезоне география футбольного успеха начала меняться, ведь в маленьких чемпионатах Европы появились новые клубы, которые бросили вызов системе. Пока весь мир следил за очередными сагами грандов, в тихих альпийских городках, рыбацких бухтах севера и провинциальных футбольных центрах родилась совсем другая история. История не просто про победы, а про системный бунт находчивости против грубой силы денег. Сегодня мы разберем 4 невероятные истории, как клуб со 128-летней историей, который никогда не знал вкуса чемпионства, смог стать лучшей командой страны. Какие перемены пришли в шведскую деревню с населением всего в 1500 человек и помогли ей покорить элиту. Как команда из маленького португальского городка сотворила чудо, которое случается раз в поколение. И можно ли спасти старейший клуб страны, пережить банкротство, забвение и бросить вызов многолетней диктатуре глобального бренда? Этот выпуск не про известные команды, а про то, как дорожный рабочий становится чемпионом, как директор школы обыгрывает миллионеров и как настоящая душа футбола прячется там, где ее меньше всего ждут. Добро пожаловать на канал, подписывайтесь, ставьте лайк. Сегодня мы продолжаем разбирать главные сенсации этого сезона. Все привыкли к тому, что в швейцарском чемпионате последние годы доминирует либо Базель, либо Young Boys. Эта дуэль давно превратилась в местную швейцарскую классику. И если вы не следите за швейцарским футболом, то вряд ли вообще слышали о Туне или одноименном городе, но именно эта команда сенсационно завоевала Суперлигу. Тун – это настоящий город-открытка, замок 12 века, ледяное озеро и всего 45 тысяч жителей, привыкших к спокойной и размеренной жизни. Местный футбольный клуб Тун за 128 лет своего существования идеально вписался в этот пейзаж и просто существовал. С 1898 года клуб дважды выигрывал титул чемпиона второго дивизиона и дважды занимал второе место в Кубке Швейцарии. Даже жители региона чаще болеют за 17-кратного чемпиона страны Young Boys из Берна, который находится всего в 30 километрах отсюда, а не за местную команду. Многие вообще помнят Тун только по неожиданному выходу в Лигу чемпионов сезона 2005-06, когда швейцарцы выбили киевское «Динамо», а затем играли в одной группе с Арсеналом и смогли попасть в Кубок УЕФА. Но в остальное время клуб жил без больших амбиций, без титулов, а в последние годы и вовсе во втором дивизионе, балансируя на грани банкротства. В 2024 году казалось, что история клуба закончится в зале суда по делам о долгах. Клубу не хватало 800 тысяч швейцарских франков просто для того, чтобы получить лицензию на следующий сезон. Но именно этот сезон перевернул все. Чтобы понять природу этой сенсации, нужно понять сами изменения внутри клуба. Во-первых, возвращение легенд. Когда у Туна закончились деньги, у него осталась верность, и его спасли люди, которые сами создавали его лучшую эпоху 20 лет назад. Мауро Лустриньелли, легендарный нападающий той команды, Андреас Гербер, его бывший партнер по полузащите, стал президентом клуба, и Нельсон Феррейра, рекордсмен по числу матчей за клуб и прошел путь от игрока до руководителя системы развития талантов. И именно Гербер стал главным символом нового Туна. Андреас – вообще легендарный полузащитник золотой эпохи 2000-х. Этот человек – воплощение швейцарского характера. Он каждое утро плавает в ледяном озере Тун в любую погоду, даже в плюс 7 градусов по Цельсию, в память о своем брате, умершем от рака. Именно Гербер убедил вернуться Мауро Лустриньелли. Почти всю карьеру Лустриньелли провел в Швейцарии, а единственный серьезный трофей выиграл уже за границей – Кубок Чехии со Спартой из Праги. Руководство команды настолько было впечатлено его игрой, что после завершения карьеры предложило ему тренерскую работу в Туне. С 2012 года Лустриньелли работал ассистентом главного тренера взрослой команды, возглавлял молодежный и юниорский составы. При этом он не просто бывший футболист, у него высшее образование в области делового администрирования и собственная научная работа об итальянской серии А. Также он был участником чемпионата мира 2006 года, где сборная Швейцарии уступила Украине лишь в серии пенальти после легендарного выступления Александра Шавковского. У Мауро были денежные предложения от молодежной сборной и топ-клубов, но он выбрал Тун, и это решение стало ключевым.
Вместе с Гербером они отказались от идеи иностранных инвесторов и сетевых моделей управления. Вместо этого клуб сделал ставку на местных игроков, людей, связанных с городом, которые любят этот город, они просто получают зарплату. Во-вторых, тактика двух касаний. Лус Триньелли не стал строить швейцарскую Барселону, он создал команду хищника. Тун сознательно отдает мяч сопернику и имеет один из самых низких процентов владения в лиге, но как только следует перехват, начинается молниеносная контратака. Главная идея была проста – минимум лишних касаний, максимум скорости и переходов. При этом команда доминирует во многих аспектах игры, они являются лучшими бомбардирами Суперлиги и пропустили наименьшее количество голов и установили рекорд высшего дивизиона, одержав 12 побед подряд. Предыдущий рекорд, кстати, тоже принадлежал им, еще со времен легендарного сезона 2004-5. Бывший нападающий Туна из сборной Швейцарии Мауро Лус Триньелли создал атакующую и динамичную команду, которая отбирает мяч высоко на поле благодаря интенсивному прессингу. Их стиль игры не отличается красотой, но они умны и контролируют ход игры всеми возможными способами, заявил швейцарский футбольный журналист Крейг Кинг. Они выигрывают матчи, в которых уступают соперникам, благодаря хитрости команды, которая подчеркивает сильные стороны состава, которому не хватает глубины и общего мастерства более именитых команд лиги. В-третьих, армия отверженных. Символом этой команды стал Франц Итан Мейхтре. 3 года назад он не думал о контратаках в Бундеслиге, он работал дорожным рабочим, укладывая асфальт на улицах Туна и играл за любителей. Лус Триньелли разглядел в нем то, что не видели скауты – дикую работоспособность и интеллект. Похожая история была и у Василия Яничича. В 2020 году полузащитник боролся с раком, а спустя несколько лет стал чемпионом Швейцарии. Никлас Штеффен вообще приходил в команду как резервный вратарь после периода без клуба и выступлений в низших лигах. Из-за травмы основного вратаря он встал в раму и выдал сезон жизни. Капитаном команды является Марко Бюрке, младший брат бывшего вратаря Дортмундской Боруссии и сборной Швейцарии Романа Бюрке. Тун оформил титул максимально драматично, на диване. В субботу они проиграли Базелю, но в воскресенье их главный преследователь Санкт-Галлен тоже оступился, и победа стала официальной. После этого тысячи людей устроили 3-километровый марш от стадиона до ратуши, а городские власти даже временно отменили комендантский час. Легендарный тренер клуба Ханс-Питер Латур описал чемпионство так: их ценности похожи на наши ценности в прошлом – сплоченность, скромность, отсутствие высокомерия и индивидуальных звезд. Они знают свои возможности, но не увлекаются ими. Именно так и нужно работать. Я желаю, чтобы они стабилизировались, остались в верхней трети Суперлиги, возможно, иногда получали возможность участвовать в международных соревнованиях. Сейчас царит эйфория, но Тун – не типичный футбольный город. Будет крайне важно, будут ли люди продолжать приезжать, когда дела пойдут не так хорошо. Но главный вопрос остается открытым. Сможет ли клуб сохранить эту команду, или чемпионский состав будет полностью разобран уже этим летом? Тем более, что сам Лус Триньелли уже покинул клуб и возглавил Берлинский Унион и заменил фактически бывшего тренера Урса Фишера, ранее тоже тренировавший швейцарцев. Финансовые проблемы тоже никуда не исчезли. Клуб по-прежнему живет с дефицитом бюджета, продавая коммерческие права и готовится к перестройке стадиона. Главное же, Тун доказал всей Европе: можно не иметь миллиардов, можно играть на искусственном газоне, провести полдесятилетия во второй лиге и считаться аутсайдером даже в последнюю эпоху Суперлиги и все равно стать чемпионом. История Туна служит своевременным напоминанием о том, что в основе футбола лежат люди, взаимосвязь и эмоции, а не только раздутый бюджет. Пока сборная Швеции пыталась вернуться на чемпионат мира, в местном футболе родилась история, способная вдохновить всю страну. В Хелевике живет всего около 1500 человек. Здесь нет почты, нет заправки, а единственный продуктовый магазин закрылся несколько лет назад. Большую часть года это тихий рыбацкий поселок на юге страны, который оживает лишь летом, когда сюда приезжают туристы. Но именно здесь находится дом лучшей команды Швеции прямо сейчас – Мьельбю. Команда, которая заставила грандов из Стокгольма и Мальмё выучить, где на карте находится их крошечный стадион. Сегодня о Мьельбю говорят как о главной сенсации шведского футбола, хотя еще недавно про этот клуб мало кто вспоминал.
А ведь именно здесь в свое время выступали будущие игроки сборной Швеции Кристиан Вилькельмсон и Матиас Аспер. Всего 10 лет назад, в 2016-м, Мьельбю был на грани распада. Клуб тонул в долгах, а команда стояла на вылет в 4-й дивизион. У клуба было всего 2 штатных сотрудника и гора неоплаченных счетов. И если бы они проиграли в последнем туре той осенью, профессиональный футбол в Хельвике исчез бы навсегда. Символом выживания стал спортивный директор Хаси Ларсон. Человек, который находится в клубе с 1979 года, за свою жизнь он пережил опухоль мозга и рак простаты. А когда Мьельбю оказался на грани исчезновения, вернулся в клуб и 3 года работал бесплатно, просто чтобы сохранить клуб. Но как деревня с бюджетом, который составляет лишь небольшую часть ресурсов Мальмö, смогла возглавить чемпионат Швеции? Ответ кроется не только в характере, а в том, что Мьельбю превратился в настоящую футбольную лабораторию. Все началось с прихода председателя Магнуса Эмиуса. Бизнесмен из индустрии пластмасс навел порядок в финансах, вытащил клуб из долгов и заложил фундамент будущего успеха. Но настоящая революция случилась в тренерском штабе. Одним из главных архитекторов этого проекта стал Карл Аксум, помощник главного тренера, который защитил докторскую степень по теме визуального восприятия в элитном футболе и построил свою философию вокруг концепции «No PlayStation Coaching» – отказа от жестких инструкций в пользу самостоятельных решений игроков на поле. В результате у команды аномальная статистика, которую эксперты не могут объяснить. По данным XG, Мьельбю должен был пропустить 35 голов, но в реальности пропустил всего 17. Более того, их показатели ожидаемых голов почти такие же, как у Вестероса в прошлом сезоне, а тот вылетел из лиги. Если посмотреть последние матчи, может показаться, что команда живет исключительно за счет стандартных положений. 6 из 9 последних голов были забиты именно после них, а еще 1 с пенальти. Но это скорее новая тенденция. Соперники стали глубже обороняться, понимая силу Мьельбю. Ведь еще недавно команда забивала 30 голов подряд без использования стандартных положений. Но цифры – это только половина дела. Вторая половина состоит из людей, без которых это чудо никогда бы не случилось. Главный тренер команды Андерс Торстенсен еще несколько лет назад работал директором местной школы. Он совмещал педагогику и футбол, а затем неожиданно оказался во главе главной сенсации шведского сезона. Но даже на этом испытания не закончились. В разгар чемпионской гонки врачи поставили ему диагноз «хронический лимфолейкоз». На что Андерс сказал журналистам: «От этого не умирают, с этим живут», и продолжил вести команду к золоту между курсами лечения. Не менее удивительной выглядит история главного скаута клуба. Арвид Франсен еще недавно работал обычным почтальоном. По 8 часов в день он развозил письма, а вечерами изучал статистику, используя аналитическую платформу Jamestown, ища статистических двойников мировых звезд в низших лигах. Именно так клуб находит таланты в Эстонии, Пакистане или второй лиге Норвегии за копейки, а потом продает их в Италию за миллионы. После чемпионского сезона Франсен наконец смог оставить работу на почте и подписать полноценный контракт с клубом. Мьельбю и раньше строился на развитии молодых игроков и их продаже как на способе выживания. Так, защитник Колин Рёслер, сын бывшего нападающего Манчестер Сити Уве Рёслера, пришел свободным агентом, а спустя 1,5 года был продан почти за 1 000 000 фунтов. Полузащитник Никлас Ройкер также принес клубу серьезную прибыль после перехода в датский Нордшелланд. Звезды этого сезона, такие как гамбийский нападающий Абдулла Манне, центральные защитники Аксель Норин и Абдулла Икпал, а также шведский полузащитник Людвиг Торелл, похоже, в будущем тоже ждут большие трансферы. Генеральный директор клуба Якоб Ленардсен однажды очень точно объяснил философию проекта. «Мы взяли под контроль наши расходы, у нас один из самых низких оборотов в лиге, но у нас также одни из самых низких затрат. За каждую шведскую крону, покидающую этот клуб, мы задаемся вопросом, делает ли это нас лучше». Именно так живет Мьельбю, без лишней роскоши, без громких заявлений и без попыток казаться больше, чем он есть. Особенно хорошо это видно на домашнем стадионе. Их арена Страндвален – одновременно красивый и абсолютно абсурдный памятник провинциальному футболу. Стадион вмещает 6500 человек, это почти в 8 раз больше, чем все население поселка. И когда здесь играет команда, кажется, в Хельвик съезжается весь регион Блекинг. Один из болельщиков соперника как-то написал в соцсетях: «Здесь невозможно играть в футбол, там нет людей, один магазин и только животные. Вы поворачиваете направо там, где заканчивается мир и начинается море, и там стоит этот стадион». В противовес критике клуб просто повесил эту цитату в раздевалке как источник мотивации, и она идеально описывает то, чем стал Мьельбю.
Так как же сельская команда выиграла Allsvenskan? Самое главное, Мьельби воспитал высокий командный дух, из-за того, что практически все игроки и болельщики хорошо знакомы друг с другом. Команда играет по схеме 3-2-4-1, которая требует огромной дисциплины и постоянного движения. Фланговые игроки одновременно участвуют и в обороне, и в атаке, а переходы из одной фазы игры в другую происходят с такой скоростью, что соперники зачастую просто не успевают перестраиваться. Особенно выделяется Эллиот Страут, быстрый, техничный и невероятно работоспособный игрок, которого многие уже сравнивают с Алексом Гримальдо, одним из ключевых футболистов чемпионского Байера. Но есть еще две ключевые причины. Во-первых, Мьельби невероятно компактен без мяча. Когда команда теряет мяч, все 11 игроков мгновенно начинают работать на оборону. Пространство сужается, свободные зоны исчезают, а каждый удар соперника оказывается под давлением. Именно поэтому статистика ожидаемых голов уже несколько месяцев вызывает недоумение у аналитиков. Во-вторых, у них чудо-вратарь Наэль Торнквист. Наэль – 23-летний голкипер ростом 198 см, который всегда играет в шлеме и напоминает Петера Чеха, а по игре все чаще заставляет говорить о себе как об одном из лучших вратарей Швеции. Его реакция и спокойствие – фундамент этого чуда. Торнквиста часто хвалят за игру ногами и умение начинать атаки, что все чаще считается главным достоинством современных вратарей. Но его настоящая сила в отражении ударов. В ситуациях 1 на 1 Наэль действует молниеносно, сокращает угол удара, смело выходит из ворот и буквально крадет у соперников голевые моменты. За весь сезон у Торнквиста лишь одна ошибка, во всем остальном – почти безупречная игра. Неудивительно, что после ухода Робина Ольсена именно Торнквист получил вызов в национальную сборную. И еще меньше удивляет то, что на него быстро обратили внимание клубы из более сильных чемпионатов. Итальянский Комо оформил его трансфер еще летом, но позволил доиграть сезон в Швеции. Есть и другой важный фактор – игровой настрой и игра по счету. В 21 матче из 26 команда забивала первой, и после этого соперники были вынуждены раскрываться, идти вперед большими силами и оставлять пространство за спиной, что и позволяло создавать голевые моменты. Команда просто умеет создавать простые моменты. Тренер Хаммербю, идущего вторым, так описал конкурентов. Это команда, которая выжила максимум из того, что создала. Если посмотреть на статистику, они перевыполняют свои показатели, это невероятно. Кульминация этой истории наступила 20 октября. В тот вечер Мьельбю обыграл Гетеборг со счетом 2-0 и окончательно снял все вопросы о чемпионе. Маленькая деревня на берегу Балтийского моря переписала историю шведского футбола. Это и есть системный бунт. Мьельбю – это доказательство того, что слабости становятся достоинствами. Когда все знают друг друга в лицо, когда директор школы обыгрывает миллионеров, а почтальон находит будущих чемпионов. И когда ты можешь диктовать свои правила всей стране, даже если твой офис находится в Рыбацкой бухте. В Португалии футбольная власть десятилетиями принадлежала одной группе клубов – Бенфика, Порту и Спортинг. Они настолько привыкли делить между собой трофеи, что вся остальная страна давно смирилась со своей ролью статистов. Каждый новый сезон начинался одинаково. Менялись тренеры, игроки и поколения болельщиков. Но кубки все равно оставались у представителей Большой Тройки. Лишь изредка эту монополию нарушали в этом столетии Брага, Витория, Академика или Авиш. Поэтому в мае 2026 года произошло событие, которое многие болельщики до сих пор называют невозможным. Система дала сбой, и сделал это клуб, который последние 34 года даже не появлялся в элитном дивизионе. Торренсе – это команда из города Торреш-Видраш, место, которое в Португалии известно прежде всего своим знаменитым карнавалом. Но в этом году главным символом праздника стали не маски и костюмы, а футбольный кубок. История клуба началась еще в 1917 году. Местные энтузиасты вдохновились новой игрой, которую привезли в регион английские рабочие, занимавшиеся разведкой нефтяных месторождений. Так появился клуб, которому предстояло прожить больше века в ожидании своего главного момента. Для понимания разницы в классе, их домашний стадион Мануэль Маркес
вмещает всего 2431 зрителя, меньше, чем фан-сектор любого гранда. За всю историю Торренсе лишь однажды приблизился к большой славе. В 1956 году команда добралась до финала Кубка Португалии, где уступила Порту со счетом 2-0. Тогда казалось, что новый шанс обязательно появится, но вместо этого начались десятилетия забвения. После вылета из высшего дивизиона в 1992 году клуб постепенно исчез с футбольной карты страны. Региональные лиги, финансовые проблемы, пустые трибуны и статус очередной команды из низших дивизионов. Для большинства болельщиков Португалии Торренсе просто перестал существовать. Но самое интересное происходило именно тогда, когда на клуб уже никто не обращал внимания. За последние несколько лет здесь появилась система, которая начала приносить результаты на всех уровнях. В 2023 году клуб выиграл Лигу 3 и вернулся в профессиональный футбол. В 2025 году команда до 23 лет стала чемпионом Лиги Ревеласан, одного из самых конкурентных молодежных турниров страны. И в том же году женская команда выиграла Кубок Португалии и Суперкубок. Шаг за шагом клуб создавал фундамент будущего успеха. Вскоре эта волна добралась и до главной команды. Путь в финал Кубка Португалии уже сам по себе выглядел чудом, а финал против Лиссабонского Спортинга выглядел как формальность. Пока львы готовились к празднованию, игроки Торренсе умирали от усталости. Из-за бюрократии лиги им пришлось сыграть 3 матча за 8 дней, включая стыки за выход в элиту. Но стратегия Трольяа была простой и оборонительной. Он внедрил гибкую схему 4-3-3, которая в моменты штурма превращалась в бетонную линию из 7 защитников. Вратарь Лукас Паис выдал матч жизни, раз за разом спасая свою команду, а защитник Рави Васкас буквально съел звездных вингеров Спортинга. Торренсе вышел вперед уже на 3-й минуте матча, благодаря голу Кевина Зохи, забитому головой, и удерживал преимущество до начала второго тайма. Весь второй тайм Спортинг штурмовал ворота, и когда Луис Суарес сравнял счет, казалось, что сказка закончится по привычному сценарию, и Грант дожмет выскочку. Решающий гол был забит в дополнительное время, после того, как Макси Арауха из Спортинга был удален за нарушение, приведшее к пенальти. К мячу подошел стопера, 38-летний ветеран и легенда Кабо-Верде, который через месяц отправится на чемпионат мира, и своим ударом он вывел Торренсе в Европу. Несмотря на поздний натиск Спортинга, Торренсе смогли удержать преимущество в 1 гол и завоевали свой первый крупный титул за 109-летнюю историю клуба. Португалия замерла, ведь впервые почти за столетие национальный кубок выиграла команда, которая даже не выступала в высшем дивизионе. Но на этом последствия не закончились. Победа клуба изменила всю европейскую раскладку для португальских клубов. Пока гранды будут проходить дополнительные квалификационные раунды, скромная команда из 2-го дивизиона получила прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. То, что началось после, невозможно описать цифрами. Команда вернулась домой после 23 часа, и Торреш-Видраж превратился в одну огромную уличную вечеринку. Игроки поднимали трофей с балкона ратуши, а тысячи людей внизу плакали от счастья. Карнавал в этом году начался не в феврале, он начался в мае. Успех не пришел только к одной команде или в какой-то отдельный момент. Они построили структуру, которая сегодня способна конкурировать на нескольких фронтах одновременно. Торренсе, возможно, пока не так велик, как крупнейшие португальские клубы. Но очевидно, что у него начинает проявляться то, что многие до сих пор ищут – направление в развитие, подкрепленное национальными кубками. Торренсе доказал, когда в тебя никто не верит, кроме твоего маленького города, ты можешь победить даже самого грозного льва. Это игра всей нашей жизни. Фраза, произнесенная тренером Луисом Трольяа, наверняка повторяется бесчисленное количество раз в эти дни. Впервые за 109 лет истории клуба на Торреш-Видраж взошло футбольное солнце, которое не погаснет даже в Лиге Европы. В Австрии футбол долгое время напоминал идеальный корпоративный отчет. Пока остальные клубы искали способы выжить, Red Bull Salzburg строил футбольную империю. Лучшие технологии, лучший скаутинг, лучшие игроки и бесконечный поток титулов. Казалось, что Бундеслига превратилась в частную собственность одного бренда. 9 чемпионств подряд сделали гегемонию Зальцбурга новой нормой. Но затем систему взломали, сначала Штурм, а теперь и Ласк, старейший клуб Австрии, который когда-то стоял на грани исчезновения. Когда Манчестер Юнайтед получил Ласк в соперники по Лиге Европы, Гарри Линекер пошутил: «Кстати, кто такие Ласк? Не волнуйтесь, я тоже не знаю».
В этой шутке была доля правды, ведь за пределами Австрии о Ласке действительно знали немногие. Основанный в 1908 году как Линзер Атлетик Спорт Клуб, он является одним из старейших футбольных клубов Австрии. Имея довольно скромную историю, черно-белые произвели настоящий фурор в 1965 году, когда выиграли австрийский чемпионат и кубок, стали первым клубом за пределами Вены, завоевавшим титул чемпиона страны, и навсегда вписали свое имя в историю австрийского футбола. Однако, хотя эта история и великолепна, недавний взлет клуба, пожалуй, более впечатляет, поскольку именно эта история показывает, насколько далеко может зайти клуб, если за ним стоит целое сообщество. Достижение Ласка – это не про плавный рост, а про выживание вопреки всему. В середине 90-х клуб возглавил банкир Вольфганг Ригер. Придя как мессия, он покупал звезд вроде Петера Штёгера, но вскоре выяснилось, деньги на трансферы брались из его собственного банка, который на самом деле был финансовой пирамидой. Когда правда всплыла, Ригер бежал во Францию, а клуб остался с долгами в 6 миллионов евро. Чтобы сэкономить на электричестве, в офисах выкручивали лампочки, а из туалетов убирали сантехнику, чтобы не платить за воду. Ригер пришел как спаситель, но ушел в наручниках, и теперь, казалось, вся надежда для Ласка была потеряна. Манфред Райтингер, глава банка Спаркассе, был его недолговечным преемником, и он тоже не был полон оптимизма. «Я возглавлял банк 25 лет, но за это время у меня не было столько бессонных ночей, как за несколько месяцев работы в Ласке. Стоять на краю пропасти вечно – это не смешно». Примерно через год после начала своего президентства он передал клуб Питеру Майклу Райхелю, спортивному инвестору, известному преимущественно своей работой в теннисе. С финансовой точки зрения все могло выглядеть неплохо, но цели Райхеля были исключительно в зарабатывании денег. В итоге Ласк снова вылетел из Бундеслиги, а многие из его ведущих игроков были проданы. В 2007 году, после 6-летнего перерыва, команда вернулась в Бундеслигу и смогла там остаться, не добившись значительных успехов, чтобы в 2012 году достигнуть дна. Ласк лишили лицензии и отправили в 3-й дивизион. Для клуба со столетней историей это выглядело как смертный приговор. Один из директоров тогда сказал: «Если мы не найдем локальное решение, наступит вечный ледниковый период». И спасение пришло не от арабских шейхов, а от сообщества. В декабре 2013 года группа из 14 местных бизнесменов, назвавшая себя «Друзья Ласка», выкупила клуб. Они инвестировали в системный подход, а консультантом стал Юрген Вернер, работавший ранее в маркетинге Лос-Анджелес Лейкерс. Именно тогда Ласк впервые перестал искать спасителя и начал строить систему. Они не просто погасили долги, они построили фундамент. Сначала Оливер Гласнер привил команде агрессивный стиль прессинга, затем клуб построил современную Райфайзен-арену за 50 миллионов евро на 20 тысяч мест. Пока Red Bull строил мировую империю, Ласк строил неприступную крепость в Линце. Хотя на поле у них все шло хорошо, за его пределами они налаживали ключевые связи для оптимизации своей трансферной политики. Так, Макс Хагмайер, бывший австрийский нападающий, который играл за Ласк в 1980-х годах, теперь был агентом и близким другом Вернера, заключал важные сделки для клуба. Хагмайеру даже предлагали вернуться в клуб в качестве инвестора, но он отказался. Кроме того, Маркус Эббер, ранее работавший с Red Bull над созданием их глобального футбольного имиджа, также тесно сотрудничал с Ласк, помогая им наладить контакты со знаменитой академией Aspire в Катаре. В 2017 году Ласк вернулся в Бундеслигу, и именно тогда к команде присоединились Александр Шлагер, Гернот Траунер, Джеймс Холланд и Томас Гойгингер, ставшие фундаментом будущих успехов. В своем первом сезоне после возвращения в высший дивизион клуб занял 4-е место, квалифицировавшись в Лигу Европы. Клуб был известен как «Чудо-клуб», ведь этот взлет из 3-го дивизиона в Лигу Европы за 5 лет был настоящим достижением и в значительной степени достойным похвалы. Но путь Ласка к вершине не был гладкой историей успеха, это была битва, в которой они не боялись играть грязно. В 2020 году, когда мир замер из-за короны, клуб оказался в центре грандиозного скандала, который едва не стоил им будущего. Идя на первом месте, Ласк тайно проводил полноценные командные тренировки, пока вся остальная лига добросовестно соблюдала правила локдауна. Соперники ж устроили настоящую охоту, неизвестные проникли на базу и засняли нарушения на видео. Ответ Линца был в их духе. Руководство клуба официально заявило, что стало жертвой промышленного шпионажа. Расплата была жестокой – снятие 12 очков и падение с 1-го места на 4-е. Именно тогда за командой закрепилась репутация плохих парней австрийского футбола, клуба, который готов идти напролом ради своей цели. Решающим шагом для чемпионства стало назначение Дитмара Кубауэра,
Он принял команду, когда та позорно плелась на 11 месте, и за короткий срок превратил ее в армию. Его статистика поражает. Под его руководством ЛАСК проиграл всего дважды за 23 тура. Но настоящим лицом этого чемпионства стал Саша Калайджич. Форвард ростом больше 2 метров. Человек, который трижды рвал крестообразные связки, и которому многие уже советовали думать не о футболе, а о жизни после футбола. Но Калайджич вернулся. Когда он переходил в ЛАСК на правах аренды, многие считали его футбольным инвалидом, чей предел – научиться снова ходить без боли. Кюбауэр поверил в него, и Саша расцвел. Его дуэт с мощным американцем Самуэлем Аденираном стал самым опасным в Центральной Европе. Фотография Саши, спящего в кровати с 2 кубками, стала легендарным завершением его пути от возможной инвалидности до звания чемпиона. Особенно важным Калайджич оказался именно в Кубке Австрии. Уже в дерби против Блау-Вайс Линц ЛАСК был близок к вылету, но гол и результативная передача Саши помогли вырвать победу со счетом 3-2. В полуфинале против Рида именно его ассист перевел игру в дополнительное время. Когда команде был нужен герой, Калайджич снова оказывался рядом. Кульминация наступила в мае. ЛАСК не просто выиграл чемпионат, он оформил золотой дубль. Но в финале Кубка они дожали Альтах 4-2, а через 2 недели официально прервали гегемонию Зальцбурга в лиге. За всю историю ЛАСК выигрывал трофеи всего в 2 сезонах. И оба раза это были золотые дубли, это настоящая австрийская футбольная сказка. Когда-то в офисах ЛАСКа выкручивали лампочки, штаб сэкономить деньги, когда-то этот клуб отправляли в 3-й дивизион и считали обреченными. Тогда они мечтали просто выжить. Теперь же ЛАСК снова стоит на вершине австрийского футбола, ведь они не победили систему деньгами, они победили ее терпением и доказали, что даже в эпоху футбольных корпораций место для настоящих футбольных чудес все еще остается. Сезон 25-26 стал манифестом другого футбола. Опыт Туна, Мьельбю, Торренса и ЛАСКа обнажает для нас 3 главных урока, которые стоит выучить каждому аутсайдеру и гранду. Первое. Интеллект может победить капитал, инвестиции в данные, сканирование пространства и научный подход сегодня могут принести титулы, чем покупка переоцененных звезд. Второе. Тактика диктует рынок. Система Лустриньелли или Тралья доказала, если у тебя есть четкая идея, ты можешь найти отверженных игроков и превратить их в чемпионов. Третье и главное, корни – это сила. Когда город живет командой, когда директор школы тренирует, а почтальон ищет таланты, создается энергия, которую невозможно купить. Эти клубы не просто выиграли свои кубки, они совершили системный прорыв и доказали, что настоящая душа игры и будущее футбола сегодня рождается, живет и побеждает в маленьких чемпионатах. Там, где тишину Альп и шум прибоя взрывает рев трибун, которые ждали этого десятилетиями. Смотрите футбол шире, ведь самые громкие чудеса случаются в тишине, а не только в топ-лигах.